Volvo S80 2011 года с двигателем 2.5 турбо. Проскочила информация, что можно выполнять калибровку впуска и выпуска, а именно распредвалов. Для этого необходимо подключить программу вида с помощью DICE и следовать стандартной вольвовской процедуре. Я пробовал подключаться, как только увидел эту информацию, очень много времени потерял. И пока разобрался, решил снять это видео, чтобы сэкономить на будущее кому-то время. Для начала нам необходимо подключить DICE. Повесим его в удобное место. ОБД 2 разъем. Подключение пошло. И USB в ноутбук с установленной вида. Вводим логин. Я ввожу 4. Говорят, что это к зоне географической привязки идет 4, якобы Европа. Не знаю, насколько это правда. Выбираем профиль транспортного средства. И переходим в раздел «Диагностика». Выполняется чтение блоков. Спрашивает стереть предыдущие данные, либо добавить. Просит включить зажигание. Зажигание включается удерживанием кнопки. Никакие педали не нажимаем, просто удерживаем кнопку. На приборке все лампочки загорятся, это значит включилось зажигание. Жмем «Продолжить». Зажигание включает оно для того, чтобы были включены все блоки, потому что многие блоки отключены, когда зажигание выключено. И сейчас видео по всем этим блокам пройдется, почитает ошибки. Можно слышать даже, как щелкает, проверка идет. Все, чтение выполнено. Напоминаем, в разделе «Диагностика» переходим в «Техническое обслуживание». В техническом обслуживании будет вот такая вот машинка нарисована. Там написано ECM. Это наш блок управления двигателем. Щелкаем по нему. И переходим на вкладочку «Расширено». Выбираем модуль управления двигателем. И вот тут вот то, что можно делать. Мы будем выполнять регулировку распредвала. Всасывание. Есть выхлопные газы. Это такой кривой перевод. Это вот впуск, а вот это вот выпуск. Процедуру нужно проводить и со впуском, и с выпуском. Я покажу на примере впуска. Выпуск аналогично делается. Щелкаем 2 раза. Появляется вот такая инструкция. Здесь подробно описано, что и как делать. Цель теста — убедиться, что разница между фактическим и заданным значением параметра вращения распределительного вала не слишком велика. В этом тесте проверяется разница вдоль всей зоны движения распределительного вала, то есть от одного крайнего положения до другого. Во время теста проводится также новая адаптация, обучение и регулировка распределительного вала и связанного с ним регулировочного клапана. Это, я так понимаю, клапана ВВТ. Необходимость тренинга объясняется тем, что регулировка распредвала может оказаться грубой, особенно у автомобиля с относительно небольшим пробегом. Тренинг может исправить грубую регулировку. Кроме того, известно, что после приведения параметров к нужным значениям тренинга, эта проблема очень редко возникает снова. То есть это один раз делали и забыли. Условия запуска и движения. Температура охлаждающей жидкости должна быть выше 60 градусов. То есть двигатель должен быть не холодным. И обороты двигателя должны регулироваться вручную в пределах оборотов холостого хода до частоты вращения более 3000 оборотов в минуту. Вручную это значит газовать, педалью газа надо. Все, сознакомились, тут не обязательно что-то запоминать, там будет подсказка сейчас. Запускаем автомобиль сначала. Нажимаем иконку VCT 2000. Открывается вот такое окошко. И у нас тут сразу предупреждение, что температура охлаждающей жидкости 54 градуса. Вот горит красный сигнал. То есть мы не готовы к тесту. Вот на этом графике будут выводиться параметры. Впускные клапаны, угол открытия текущее. Это заданные в программе угол открытия, в программе ЭБУ. Здесь будет выводиться тестовое значение. Тут на холостом ходу будет выводиться.
Опять же, инструкция и информация. Основное окошко — это вот это окошко. Здесь вы будете смотреть, что нужно делать. В данный момент мы ждем, чтобы двигатель нагрелся выше 60 градусов. Уже 60. Можно газануть, быстрее нагреется. Все, у нас температура 61 градус, появилась дальнейшая информация. Начало теста. Условия для начала теста выполнены. Нажмите «Запустить», чтобы начать тест. Проверка состоит из адаптации распредвала и проверки при регулировке распределительного вала. 5 регулировок по 10 секунд каждая. Ну, то же самое, что мы уже читали. Чтобы начать тест, надо нажать кнопку «Пуск». Начинаем. Инструкция. Для выполнения адаптации распределительного вала необходимо поддержать частоту вращения двигателя выше 3000 оборотов в минуту в течение 5 секунд и сразу после этого дать двигателю немного поработать на холостом ходу. Берем и газуем выше 3000 оборотов. Вот зеленая идет шкала. Инструкции подсказывают. Отпускаем газ, опять щелкнуло. Делаем то, что говорят, то есть еще раз надо газануть. Отпускаем. Тесты чередуются. Сначала надо 5 секунд газовать, потом 10 секунд, потом опять секунд, потом опять 10 секунд. Справа колоночка, в этой колоночке выводятся результаты. Первый прогон 664 тысячных. Второй прогон 655 тысячных. Всего будет порядка 8 прогонов. Под конец будьте внимательны, потому что, по-моему, 3.4, сейчас 3.4 будет, 3.5, там холостой ход. Если вы на холостом ходу, процедура проверки холостого хода, если вы на ней нажмете на газ, вся процедура собьется и придется выполнять заново. Вот, обратите внимание, проверка на холостом ходу. Ничего не трогаем, просто ждем, пока в течение 30 секунд идет проверка. Тестовое значение регулировка уже у нас есть. 574 тысячных градуса. Впускной клапан, угол открытия текущий. Все, вот результаты. Выхлопные газы, выпускные. Все то же самое. Я эту же процедуру с выпускными проделал. Вот выпускные клапаны, угол закрытия, заданный угол закрытия. Желательно делать процедуру сначала с впускными, потом с выпускными по порядку. Все, на этом адаптация завершена. Можно. Теперь что хотелось бы сказать про процедуру. Изменилось ли что-то после адаптации, регулировки? Я вообще ничего не заметил, что что-то изменилось. Некоторые говорят, что машина стала рвать лучше.
Возможно, там проблемы у ребят были. Ну, у меня вообще ничего не изменилось. Поэтому вот такие вот плюсы в пользу у кого есть дайс, и минусы у кого обычный мультимарочник. Потому что ребята с пеной у рта доказывают, что дайс абсолютно трата денег. Вы обычным мультимарочником никогда не выполните эту процедуру, потому что он не согласуется с программой вида. Возможно, еще какие-то секреты в будущем нас ожидают. Будем искать, будем записывать и показывать. Все, всем удачи!